И сегодня мы поговорим о туристическом бизнесе и о том, как открыть туристического оператора. Это личные вложения, которые ушли, и ты не знаешь, вернутся они или нет. Туристический рынок балованный, все знают Booking.com. По мере выкупа билетов цена будет возрастать. А турагент всегда зарабатывает больше, чем туроператор. Привет, друзья! С вами Клевый бизнес и я, Алексей Клеванов. И сегодня мы поговорим о туристическом бизнесе и о том, как открыть туристического оператора. Мы узнаем ответы на такие вопросы, как какого менеджера по туризму найти, как получить лицензию, маркетинг туроператора и как это работает изнутри. И об этом всем нам расскажет учредитель и коммерческий директор компании Delicious Travel. Это ведущий туроператор по Португалии Павел Доан. Ну что ж, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки и погнали! Привет, Паш. Привет. Как вообще работает рынок туризма? Рынок туризма состоит из нескольких составляющих. Есть компании, которые отправляют, есть компании, которые принимают, а есть компании, которые обслуживают клиента и тут, и там. Стандартная схема работы рынка туризма включает в себя турагента, та фирма, в которую приходит клиент и в которой покупает тур. Туроператора — это компания, у которой турагент приобретает продукт. И принимающих компаний, с которыми работает туроператор. То есть разница между турагентством и туроператором состоит в том, что туроператор — это поставщик услуг, турагент — это посредник, который получает свою комиссию за продажу тура туроператора. Чтобы было более понятно, можно привести пример того, что туроператор — это хлебзавод, который производит хлеб, печет. Турагент — это магазин, в котором этот хлеб продается. То есть все достаточно просто. Вот. И туроператору, поскольку это компания-поставщик, ему невыгодно делать рекламу и прямые продажи на туриста, потому что у них нет на это времени, нет на это способности. Они работают через посредников, через агентов, которые являются продажниками, профессиональными, у которых есть своя база клиентов. Твой выбор — это туроператор, да? То есть вы тур организовываете? Да, абсолютно правильно. Мы поставщики услуг, и мы формируем турпродукт. Да. То есть вы его создаете. Давай с самого простого, как вы вообще, в Украине, чтобы открыть туроператор, что нужно сделать? Начнем с того, что туроператорская деятельность, она подлежит лицензированию. Чтобы открыть туроператорскую компанию, нужно пройти этап лицензирования. Что необходимо для получения лицензии на туроператорскую деятельность? В первую очередь необходимо иметь юридическое лицо. Это не может быть физическое лицо предпринимателя, туроператором может быть только общество с ограниченной ответственностью. Либо другая правовая форма, которая не является физическим лицом предпринимателя. Вы должны иметь свой офис, должны иметь договора со страховыми компаниями на то, чтобы страховать туриста. У нас закон о туризме предусматривает то, что все туристы должны быть застрахованы. Туроператор должен иметь банковскую гарантию в размере 20 тысяч евро, если он планирует работать на отправку туристов, либо 10 тысяч евро, если он планирует работать на прием туристов в Украине, либо на внутренний туризм. В штате туроператора должно быть минимум 30% сотрудников с высшим образованием, туристическим профильным, либо директор, который имеет профильное образование или минимум 3 года опыта работы в туроператорской деятельности. Есть еще несколько других требований по офису, по вывеске, по уголку потребителя и так далее. Со всеми этими документами нужно прийти в отдел лицензирования при Министерстве экономического развития и подать документы. Сколько вообще нужно инвестиций для открытия туроператора и на что они идут? Затраты на открытие туроператорской фирмы зависят от размеров самой компании. Если открывать небольшую компанию, так как наша, конечно, они меньше. Если открывать крупную фирму, в которой будет 100-200 сотрудников, то это абсолютно другие инвестиции. Для маленьких компаний достаточно будет 10, 15, 20 тысяч долларов, зависимо от количества сотрудников, от программного обеспечения, которое будет стоять в компании. Минимально что требуется? Это открыть юридическое лицо, это получить лицензию на туроператорскую деятельность. Эти все юридические составляющие войдут где-то в 1000-1500 долларов в любом случае. Гораздо дороже это арендовать офис и
купить программное обеспечение туроператорское. Каждый уважающий себя туроператор знает компанию-монополиста на рынке, называется она Самософт. И минимальный пакет на сегодняшний день вот этого программного обеспечения лицензионного стоит 5-6 тысяч долларов. Только программа сама. Зависимо от количества сотрудников, которые будут, стоимость возрастает, естественно. Кроме того, каждый уважающий себя туроператор ставит в себе в офис систему бронирования глобальную. Это Amadeus, Galileo, либо другая система, которая позволяет профессионально бронировать авиабилеты. Кроме того, покупается вся техника, компьютеры, принтеры и так далее. То есть вся эта сумма точно достигнет 1015 долларов. Часто, когда говорят о туроператорах, говорят, что они выкупают отели, выкупают чартеры. В 15 тысяч это не входит. Много ли вы на это тратите или такого нет? Есть операторы, которые не выкупают отели, потому что система работы туроператора может состоять и в выкупе блоков, и в продаже того, что есть в наличии в общем. Мы выкупаем и отели, мы выкупаем и авиаперелеты, потому что мы берем гарантированные даты, гарантированные вылеты, и под эти вылеты, естественно, куда-то туристов нужно селить. Если мы говорим про апрель, про март месяц, конечно, проблемы с отелями не бывает. Если мы говорим про июль-август, когда все отдыхают, конечно же, отели забиты. А в 15 тысяч долларов это не входит. Конечно, это уже идут оборотные средства, либо инвестиции, которые ты вкладываешь и потом получаешь обратно. А вы где-то перекредитовываетесь или это личные средства? Это личные средства. Ну это же большой объем финансов, который замораживается. Достаточно большой, да. Мы работаем уже 7-й год. Поэтому мы уже этого не ощущаем, у нас оно все в обороте. Конечно, поначалу это личные вложения, которые ушли, и ты не знаешь, вернутся они или нет. Успех бизнеса зависит от того, как его ведешь. А вы выкупаете и самолеты, и отели? Да. А как вообще идет договор с отелями? Вы работаете по Португалии, у вас туда человек едет или как это происходит? Туроператоры работают двумя способами. Некоторые из них имеют собственные принимающие компании, потому что одно дело туриста отправить, но он же там не будет сам по себе, да? Он сам не доедет до отеля, в большинстве случаев, сам не поселится, ему нужен гид на месте, с которым он может решить те или иные вопросы. Поэтому есть туроператоры, у которых есть собственные принимающие компании, то есть собственные офисы в тех странах, куда они отправляют, собственные гиды, транспорт, выкуплены гостиницы свои или построены свои. А есть туроператоры, которые работают с другими принимающими компаниями, которые тоже являются туроператорами, но по приему туристов. То есть они подписывают договора, и вот местный туроператор в той стране, куда мы отправляем туристов, выкупает блоки мест в гостиницах, имеет свой транспорт, имеет гидов, проводит экскурсии и так далее. Мы работаем по второй схеме. У нас есть принимающие компании. Но это не мешает нам работать и с отелями напрямую. Мы всех ательеров знаем лично, и это не мешает нам работать напрямую в том числе. Схема работы одна не запрещает схему работы номер 2. Да? Но если вопрос, решить вопрос, это, не знаю, возникла проблема с туристом, это одно. А если, допустим, у вас есть принимающий туроператор, с которым вы работаете, и есть гостиница, они, скажем так, не ревнуют финансово, или вы платите все равно через принимающую? Иногда ревнуют. В основном мы бронируем через принимающую компанию, но бывают случаи, когда нам выгоднее бронировать напрямую, потому что все понимают, что на сегодняшний день туристический рынок балованный, все туристы умные, все знают Booking.com и прочие сайты бронирования, естественно, все сравнивают цены. И когда возникает ситуация, что у принимающей компании мы не можем забронировать по нужной нам стоимости гостиницу, мы ищем другие пути, как это сделать и напрямую, через другие системы бронирования. То есть зависит от ситуации. Пользуетесь ли когда-нибудь в работе Booking.com или подобными сервисами? Крайне редко. В моем опыте своей компании это было один раз. Это была вилла в Хорватии, которую захотели клиенты, причем не прямые, а через агентство. Мы очень мало работаем с прямыми клиентами. Агент постоянно у меня запросил эту виллу, плюс другие сервисы в Хорватии. Естественно, эта вилла не работала с туроператорами. Это вилла, которая работает только с частными лицами через Booking.com, и все. И по другому способу ее забронировать было невозможно. А по поводу авиабилетов, через кого бронируете, как это все происходит? В нашей компании стоит профессиональная глобальная система бронирования Amadeus.
А как вы заранее выкупаете? То есть просто через Amadeus вы бронируете и все, или там с чартерами какими-то договоритесь? С чартерами мы практически не работаем, мы в основном берем блоки на регулярных рейсах. Мы не крупный туроператор, мы свои чартеры не заказываем. То есть выкупить самолет там, на цепочку на все лето мы не можем. Разве что будут инвестиции, которые нам позволят это сделать. То есть это, например, там 10 кресел каждую неделю на рейсе Киев-Лиссабон-Киев. В Амадеусе группы и блоки бронировать можно, но сначала нужно связываться с авиакомпанией. То есть это идет в переписке с авиакомпанией, подписание договора, и потом только эти места мы видим в системе Amadeus. В Амадеусе просто бронируются билеты для индивидуалов. Группы и блоки бронируются через авиакомпанию. Когда группа и блок сильно можно в процентах сэкономить? Ну, в среднем, там 10, 20, 50. Когда блок, да, это дешевле, чем в системе мы видим тарифы, естественно. 15 максимум, наверное, процентов. А когда это группа, то групповой тариф гораздо дороже, чем индивидуальный. Но чем группа удобнее, чем индивидуальный тариф? Например, у нас есть 50 человек, которые хотят полететь в Испанию или в Португалию. Мы можем этих 50 билетов выкупать индивидуальными билетами, но по мере выкупа билетов цена будет возрастать. Это все понимают, потому что меняется класс бронирования, меняются условия по билету, по возврату, по замене. А если нужен один тариф на всех 50 человек, мы запрашиваем у авиакомпании групповой тариф на определенный рейс, на определенную дату. Этот тариф однозначно будет выше, чем индивидуальный тариф на данный момент на этот рейс. Но мы гарантируем этот тариф до момента выписки билетов, мы можем менять фамилии, то есть условия гораздо лучше. Но для того, чтобы забронировать эту группу, нужно внести невозвратный депозит. Я думаю, у тех, кто планирует открыть туроператор, у них возникает вопрос, как найти и выбрать хорошую принимающую сторону, то есть того туроператора, который будет там. Это уже вопрос к личным связям, наверное, и к возможностям конкретного туроператора, конкретного человека. В моем личном опыте это было так, что я сначала первый раз поехал в Португалию просто отдыхать. Мне эта страна очень понравилась, мне было 20 лет, я был молодой и зеленый. И буквально через год я поехал туда второй раз уже налаживать связи с принимающей компанией. То есть это зависит от предпринимательской жилки человека, наверное. Давай перейдем ко второму этапу. Как вы это все реализовываете? Ваши туры, то есть как вы их создаете, выдумываете, кто этим творчеством занимается? Мы занимаемся, наш коллектив занимается творчеством. Есть понятие тура, который продается под запрос. Агент, к нему пришел клиент с определенными требованиями. Я хочу поехать туда-то, туда-то, в такие-то даты, с такой-то программой. Этот агент пишет нам запрос, и мы просчитываем в индивидуальном порядке этот запрос. Но кроме того, должно быть предложение у туроператора, которое действует все время. Это, например, экскурсионные туры, это отдых на океане, на море, с перелетом, без перелета и так далее, и так далее. То есть в нашей компании есть вот две этих составляющих. Есть постоянно просчитанные цены на гостиницы в разных странах, на экскурсионные программы в разных странах, и с перелетом, и без перелета. То есть это предложение у нас есть всегда. Вот. Мы его разрабатываем с нашими принимающими партнерами, либо сами, как нам это удобно. А какие туры людям больше нравятся? Просто отель-перелет или с программой там, экскурсионной, либо другой? В нашей компании больше продается комбинированных туров. Я забыл также сказать про продукт, который у нас в том числе есть. Да. Недавно мы начали делать групповые туры с выездом из Киева вместе с гидом. Это авторские программы, которые мы сами формируем, сами рисуем маршрут, сами берем гида. Очень многие боятся летать сами, например. Если они берут экскурсионную программу, они боятся лететь отсюда сами, они где-то потеряются и боятся, что их там не встретят. Так вот, тут мы от этого уходим. Тут гид летит вместе с группой из Киева, из Борисполя, и на всех стыковках, на всех перелетах он с ними. Ну вот вы создали продукт, вам дальше нужно его как-то продавать. Как вы это делаете? У нас есть собственный веб-сайт с системой онлайн-бронирования. То есть в основном все продажи идут через веб-сайт. Кроме того, есть и другие схемы продаж, другие ресурсы для туроператоров, такие как IT-туры и прочие. Вот, но мы там не публикуем свои цены. Как вы вообще ищете турагентов для сотрудничества? То есть вам же нужно им объявить, что вот вы есть, что с вами можно работать. Потому что если взять реестр, там туроператоров, по-моему, больше 3000 точно. Да. И 95% из них не работают. Абсолютно верно. Ресурсов, где можно о себе заявить, очень много. Конечно, это интернет, конечно, это свой веб-сайт, конечно, это профессиональные рассылки. Есть несколько компаний, которые занимаются профессиональными
туристическими рассылками. Таких компаний как минимум серьезных 3. Кроме того, мы проводим региональные семинары для агентов. Такой путь продаж тоже есть, такой путь наработки агентов тоже есть. Кроме того, нас рекомендуют уже те агенты другим своим друзьям, агентам, которые с нами работали. Да? Наверное, агенту, чтобы с вами работать, ему нужно знать о чем-то, ну, что вы в чем-то хороши. Какие основные критерии вот у турагента при выборе оператора, как ты думаешь? Я думаю, что первое — это надежность. На втором месте это цена. Если тебе доверяют, но у тебя цена гораздо дороже, чем у другого туроператора, конечно, купят там, потому что все туристы на сегодня сравнивают цены. А что главное в взаимоотношениях с турагентами? Вовремя отвечать, брать трубку, когда проблемы, как ты видишь? Конечно, нужно не хамить агентам. Максимально компетентно отвечать им на все вопросы и их консультировать. Нужно их знать лично. Личные связи никто не отменял. Вовремя отвечать на запросы в том числе, конечно. Если тебе прислали запросы, 3 дня ты им не отвечаешь, кто к тебе второй раз обратится? Скорость, компетентность, цена и приятность общения. Кто у вас занимается работой с агентствами? Это менеджер по продажам или кто? Мы маленькая компания. В маленьких компаниях обычно нет менеджера, который занимается связями с агентствами. То есть у нас все менеджеры, все продажники общаются с агентом в любом случае по тем или иным вопросам. В крупных туроператорских компаниях есть специальный сотрудник, куратор, который занимается тем, что ходит по агентствам, рассказывает про новый продукт, рассказывает про новые комиссионные программы, предложения. Как вы вообще информируете ваши турагентства о том, что у вас там новые туры? Это рассылки или еще что-то? Да, это наши личные рассылки по агентствам. Мы все агентства, с которыми мы работаем, вносим в базу в свою. Те, у кого с нами договора, те, кто у нас бронирует, тем мы и рассылаем. Бывают профильные группы в Фейсбуке в том числе. А по поводу email рассылок, я просто лично тоже работал когда-то в туризме, и у меня есть один email, на который приходят рассылки. Я туда захожу, у меня там уже около 47 тысяч писем, и это за год я недавно удалял. И там каждый день приходят по 200-300 минимум писем с рассылками. Как ты думаешь, оно эффективно вообще в принципе? Буквально недавно, наверное, на этой неделе звонила мне мой агент со Львова постоянная, с которой мы тесно работаем. И говорит: Паша, а вы что, Японию продаете? Я получила твою рассылку и вообще удивилась, что у тебя есть Япония, и решила тебе позвонить. А у меня как раз есть клиенты. И она говорит, что таких, как я, еще очень много, поэтому делай свою рассылку, мы ее читаем. Наша личная компания рассылает 1 письмо в день. То есть мы делаем 1 рассылку в день, этого более чем достаточно. Какие предложения больше всего нравятся турагентам? Дешевые и интересные, потому что они эти предложения могут отправить своим клиентам и их продать. Просто если открыть вот эту рассылку, то там 99% это скидка, акция, минус 50, минус 30 и так далее и тому подобное. То есть, мне кажется, очень сложно выделиться на этом фоне. Мне кажется, это зависит от компетентности человека, который делает рассылку. Увидит ее агент или не увидит. И последний вопрос по поводу турагентов. Как вы с ними делите комиссию? И есть ли у вас там какая-то прогрессивная шкала? В основном базовая комиссия в туризме составляет от 7 до 10%. Это говоря о турагенте. Турагент всегда зарабатывает больше, чем туроператор. Если мы говорим о продукте, который просчитан на сайте туроператора, он является стандартным. То есть это пакет, который мы сформировали под наши блоки, под наши гостиницы. Там всегда рентабельность туроператора в разы ниже, чем турагента. Потому что конкуренция высокая, и выставлять дорогие цены никто не может. То есть у вас рентабельность меньше 10%? Да, ниже, чем у турагентов, всегда. Если речь идет об индивидуальном запросе, там рентабельность выше, естественно. Потому что там идет ручная работа, твое личное время, которое ты тратишь на просчет, а бывает не 1, и не 2, и не 5 просчетов. Естественно, рентабельность выше. Бывают ситуации, когда нужно дать цену на конкретный отель, конкретные даты, и ты понимаешь, сравнивая цены с букингом или с другими сайтами, где турист может увидеть цену, что закладывая 10% комиссии агентам, ты не продашь, и турист не купит. В таком случае может даваться цена себестоимости. Вопрос рентабельности зависит от того, о каком продукте мы говорим. Я, насколько услышал, в индивидуальный просчет у вас довольно размытая структура ценообразования. Это у вас каждый раз
творчество или у вас все же есть какие-то стандартные тарифы? Есть стандартные тарифы, естественно, но в любом случае творчество никто не отменял. Если мы говорим об индивидуальном просчете просто обычного тура с перелетом, с отдыхом в одном отеле и трансфером, это одно. А если мы говорим об индивидуальном туре, в котором 4 страны, 15 перелетов, индивидуальный гид на каждый день, машина в распоряжении на 12 часов каждый день, естественно, это другие расценки, конечно же. Если я вложу, допустим, 10 тысяч долларов в какой-то отель, сколько я с этого заработаю? Когда верну деньги и плюс маржу, это там 1000 долларов, 5000. Это примерно 1000 долларов, но зависит от отеля и страны. По поводу стран. Какие страны, вот вы занимаетесь Португалией, еще у вас есть направление, почему не Египет? Потому что Египет это неинтересно, этим занимаются все, и это больше агентское направление. Туроператоров, которые продают Египет, не так много. Те, у которых есть свои чартеры, свои отели. Мы туда не лезем, мы не крупные, нам это не интересно. А какие направления, как ты считаешь, будут трендом, вот если люди хотят открыть монопрофильный по одной стране туроператор? Какую бы страну ты выбрал? На сегодняшний день я даже не знаю, затрудняюсь ответить, потому что рынок очень-очень конкурентен и незанятых ниш крайне мало. Из тех стран узкопрофильных туроператоров, по которым нет, это, наверное, Исландия, из того, что сейчас прям в тренде. И авиакомпания МАУ запускает туда прямой рейс. И, наверное, все. По поводу сотрудников. Какой минимальный набор сотрудников нужен для туроператора? Минимально нужен директор, минимально нужен бухгалтер и сотрудник, который имеет технические знания, чтобы наполнять сайт, чтобы работать с базой данных, просчитывать цены. Если мы говорим о маленьком совсем туроператоре, который будет продавать 15 туров в год, да. А по поводу сотрудников, как ты вообще набираешь свою команду, какие принципы, есть ли на рынке готовые кадры? Вопрос кадров достаточно сложный. Мы с ним столкнулись последние 3 года очень тесно и проблематично, потому что хороших кадров крайне мало, а новые кадры нужно обучать. И новый кадр ты обучишь, он поработает у тебя год и пойдет искать работу дальше, скорее всего, потому что в основном те, кто приходят в новый бизнес, они пытаются как-то пойти по всем ступенечкам и пойти вверх. А брать профессионалов, и найти профессионалов, которые ищут работу, очень сложно. То есть те, кто давно на рынке, те, кого знают, то есть профессиональные менеджеры, они уже нашли свою нишу, свою работу в основном. Поэтому вопрос кадров сложный. А те, которые хотят работать в туризме, какие самые главные ключевые качества у них должны быть? В первую очередь этот человек должен знать географию, потому что не зная географии, в туризм можно просто не идти. Знание рынка тоже необходимо, знать, кто продает, что продает, где выгоднее купить тот или иной продукт. Вот эти вот 2 базовых знания. Научиться работать в туризме несложно. 2-3 месяца обучения достаточно для того, чтобы начинать нормальную работу в туризме. Как ты вообще видишь тенденцию рынка туризма? То есть все говорят, что он умирает и приходит онлайн. Твое мнение? Да, приходит онлайн, это правда. За границей, на Западе, туроператоры уже работают напрямую с туристом, создают специальные онлайн-платформы бронирования B2C, то есть business to client. И это функционирует очень даже успешно. Но остаются все равно агентства, которые работают с клиентом и являются посредниками. В Украине менталитет людей достаточно древний, и времени должно пройти еще, я думаю, лет 10-15, чтобы это перешло на 90% в онлайн. Но даже если туризм переходит в онлайн, мы не забываем о том, что есть сегмент бизнес-travel. В онлайн это не уйдет никогда. И есть сегмент VIP. Это тоже в онлайн не уйдет никогда, потому что VIP-клиент, который платит 20, 30 и больше тысяч долларов или евро за свое путешествие, он не будет тратить время, не будет сам выискивать для себя гостиницу. У него есть его агент, которого он знает 10 лет, которому он доверяет. Он позвонил, сказал: Маша, я хочу туда, у меня есть столько денег, или неважно, сколько у меня есть денег, мне надо самый лучший отдых вот там. Если бы ты сейчас начинал свой бизнес туроператора заново, что бы ты точно не делал? Из того, что бы я не сделал, наверное, это была ошибка
По организации рекламного тура мы посчитали, что мы очень крутые, и мы можем сделать тур во Вьетнам, Камбоджу, рекламный. Мы его на самом деле сделали, мы его откатали, но мы его откатали в очень большой убыток, потому что мы рассчитывали на группу в 16 человек, набрали мы всего 10 человек, и это был тур создан, проведен в очень неблагоприятное время, незадолго до нашей революции. Вот, с этим туром мы прогорели, а так, в принципе, я не могу сказать, что мы сделали какие-то такие ошибки, которые бы мы не сделали сейчас. Курьезные случаи из работы, там, перепутали отели, что-то такое часто бывает? Редко, но бывает. Но в основном об этом турист не узнает. То есть бывают случаи, когда забронирован отель, есть срок его оплаты, и после неоплаты происходит автоаннуляция. Несколько раз такой случай был. Приходит уведомление, ты перебронируешь тот же номер, но дороже на 500 евро, и ты платишь своих 500 евро за вот этот отель. А какие у тебя вообще планы на дальнейшее? Как ты видишь компанию через 3 года? Конечно, мы хотим расширяться. То есть мы хотим, чтобы нас стало больше, больше сотрудников, больше направлений, больше полетных программ в любом случае. Мы хотим расширить офис, я надеюсь, в скором будущем. То есть мы хотим новые направления, новые полетные программы. Вот это то, что у нас в планах. Новые авторские путешествия. А что вам для этого нужно? Вам нужны инвестиции, люди? Конечно, инвестиции не помешали бы в любом случае, как и любому другому бизнесу, но пока что мы рассчитываем на свое собственное, а там уже как получится. То есть мы всегда открыты к диалогу, к новым партнерам. И по традиции, в конце каждого выпуска наш герой дарит вам подарок. Что это будет? Наша компания подарит традиционные португальские пирожные тому, кто напишет самый интересный комментарий к нашему видео. Ну что ж, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно пишите ваши комментарии. И до новых встреч! Всего доброго!